Добрый день, уважаемые пользователи каталога еврейских захоронений Республики Беларусь и Украины. С вами я, Бениамин, руководитель данного проекта. И сегодня у нас вновь новый проект, которым я хочу вас познакомить. Он крупный, мы разобьем его на большое количество видео. Проект называется Jewish Gen, то есть еврейская генеалогия. Очень-очень большой проект, огромное количество информации, которую вы можете там найти, она практически вся бесплатна. Проект рекомендую по многим причинам. Предлагаю вам начать с ним ознакомиться вместе со мной. Я не знаю все моменты, которые встречаются в базе данных этого сайта, но я пояснять буду то, что мне известно, и по мере самого изучения сайта мы будем с вами продвигаться вперед. Давайте переключимся на браузер, перейдем на сам сайт. Сайт называется jewishgen.org. Вам необходимо зарегистрироваться. Регистрация бесплатная. Видите, вот я уже зарегистрирован, я уже в своем аккаунте и могу искать внутри сайта. Сайт сделан на английском языке. Если у вас какие-то трудности с английским, я как раз сейчас буду читать каждое из названий меню. Мы будем с вами проходиться по каждому пункту, смотреть каждый элемент сайта. Давайте его разбирать по порядку. Значит, основной момент, который вас должен интересовать, это базы данных. Называется Databases. Давайте нажмем на эту кнопку. И мы получаем с вами полный список всех баз данных, которые содержатся на данном сайте. Он очень широк. Каждую базу стоит индивидуально изучить. Они доступны как здесь, на этом сайте, так же как и независимо от него. Есть отдельные проекты, которые мы также обсудим, которые выходят из этого сайта, где вы можете найти оригиналы документов, оригиналы свидетельств о рождении, браков, смерти. Ну, то есть огромное количество записей из архивов. И давайте начнем по порядку изучать проект. Значит, я хочу остановиться на данный момент на одной из баз данных. Вот она. Называется Jewish Gen Online Worldwide Burial Registry. Это онлайн-база еврейских захоронений. Она аналогична нашему каталогу. Единственное, она не оказывает услуги по уходу за захоронениями, как мы. Мы, в свою очередь, всегда предоставляем им данные о всех наших базах данных. То есть все кладбища, которые вы можете найти у нас, им переданы и включены в их каталог. То есть поиск по ним это аналогичен поиску у нас. Плюс еще более 3 миллионов захоронений на территории всей планеты. То есть вы представляете, что такое 3 миллиона захоронений на одном сайте. То есть вы можете онлайн посмотреть каждое из них. Давайте откроем сам проект. С него мне проще будет вам начать объяснять, что и как происходит. Значит, вот сама страница поиска. Этот проект только внутри Jewish Gen работает. Значит, так как эта организация не коммерческая, они не требуют от вас каких-то средств за дополнительные услуги. Но, как вы видите, вот написано, на английском написано, я сделаю вам перевод, написано, что расширенный поиск внутри базы данных доступен для тех, кто сделает одноразовое $100 пожертвование в фонд развития Jewish Gen. Я считаю, что сумма небольшая, на данный момент у меня просто не было необходимости искать как-то очень-очень расширенно здесь. Я вам покажу, как можно пользоваться без этого пожертвования. Вы посмотрите, захотите, пожалуйста. Проект замечательный, некоммерческий, очень хорошие руководители. Как я и сказал, мы с ними сотрудничаем уже 2-й год. Считаю, что прекрасный проект. Очень помогает многим. Давайте начнем с поиска моих родных, как я нашел их. Я, допустим, о многих из своих родственников я не знал. Знал как-то поверхностно. Я думаю, что многие из вас точно так же знакомы с историей своей семьи. И давайте начнем с моей бабушки. С моего дедушки, прошу прощения. Я знал от мамы только его фамилию. И давайте вот как я постепенно составил свое родословное древо, покажу, как это произошло. Значит, база ищет только на английском языке, ищет с вариациями. У вас есть выбор между чем искать. Surname – это фамилия, given name – это то имя, которое дали при рождении, город или любой другой текст, который есть в базе данных. Далее у вас тип сравнения, как сравнить, как оно звучит фонетически, как оно звучит по звучанию, начинается с каких букв,
exactly это совпадает полностью, то есть буква в букву. Остальные fuser и fused match я не знаю, к сожалению, не использовал их. Если вы знаете, пожалуйста, оставьте комментарии, как происходит поиск по этим параметрам. Значит, это фамилия моего дедушки. Дедушка, насколько я знаю, взял фамилию моей бабушки, и другой информации не было. Давайте попробуем поискать, что есть в Jewish Gen в каталоге онлайн захоронений по всей планете. Просто нажмем поиск Search with Jewish Gen. Поиск достаточно быстрый, и у нас выходит множество записей по совпадению, как вы видите, вот surname, фамилия, фонетически, которая звучит как Бруссер. У вас есть разделение на страны, видите, Восточная и Западная Европа, США и другие страны. Слева у вас подробно расписано, в какой базе данных у вас есть совпадение. Значит, давайте я вам просто покажу, не вдаваясь в подробности, опять же на примере своего дедушки. Это моего дедушки братьев будут, наверное, дети, насколько я помню. Ну, не вдаваясь в подробности, опять же, вот, допустим, смотрите. Jewish Gen, мировой каталог захоронений, область Буковина. Буковина это Украина, Черниговская область. Давайте посмотрим. Вы можете нажать на Буковина, и тогда вы увидите, сейчас покажу, просто общий каталог, то есть он вас вернул обратно. Правильно нажимать на те записи, которые найдены. Вот у вас написано List to Records, то есть обнаружены листы с 2 записями. Давайте нажмем на них, вас перенаправит туда, где есть какие-то записи захоронений, и смотрите, что нам дало общий поиск. Значит, на фамилию Бруссер найдено 2 записи. Имя Бруссер Зельда Лейбовна и Бруссер, видите, Бриссер Зельда Лейбовна. Очень странно. Не обращал внимания, что есть какая-то ошибка. Ну, сейчас посмотрим дальше. Значит, дата смерти, дата рождения и где они похоронены. У вас написано сверху. Мы можем посмотреть подробно об этой записи. View Full Burial Records. И снизу у вас написано кладбище, где находится захоронение. Это Черновцы, Украина. Значит, давайте посмотрим полную запись. Вот, прекрасно. Открывается запись. Если в каталоге есть фотография, она появляется на сайте. Наши фотографии вы можете смотреть только у нас на сайте. В каталоге Jewish Gen их нет, есть только ссылка на них. Эта фотография не нами сделана, но вот, допустим, это, скорее всего, мой троюродный дедушка, я так предполагаю. Бабушка в данном случае. Давайте посмотрим. Видите, можно подробно посмотреть фотографию, укрупнить ее, то, что видно. Написано имя отца, и если какие-то комментарии, будут здесь комментарии написано. Для удобства вашего, вот по крайней мере на кладбище Черновцы, указана зона, на которой находится захоронение, и участок. Очень поможет вам, если вы захотите найти захоронение сами. Вот, собственно говоря, таким образом выглядит поиск по базе данных еврейских кладбищ. Мы не будем как бы возвращаться к этому более. Я думаю, этого вполне достаточно. Мы остановим это видео на данном этапе. Я считаю, что эта информация будет вам полезна. Пожалуйста, следите за нашими следующими обновлениями. И дальше мы разберем другие базы данных, которые, возможно, вас также заинтересуют. Спасибо большое за ваше внимание и хороших вам выходных.